И всем привет, зрители и подписчики канала Интроллер, и добро пожаловать в PS Matrix в Roblox. Сегодня, как вы уже поняли по названию ролика, я буду обозревать новое обновление в PS Matrix, которое вышло совершенно недавно. Так что сегодня будет интересно, а мы непосредственно начинаем. Ну а перед тем, как перейти к основной сути ролика, я бы хотел обратить ваше внимание на мой Discord сервер, в котором я раздаю бесплатных пэтов каждому, кто в него зайдет. Также на моем Discord сервере можно пообщаться со мной и моими подписчиками, а еще на сервере есть своя экономика. Ссылка на сервер есть в описании, а также в закрепленном комментарии. Что ж, и первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это на сам списочек, получается, того, что добавили в этом обновлении. Значит, сначала мы пройдемся по всему списку, а потом ему уже на практике, в принципе, обозрим, что тут, в принципе, добавили. И первое, это бесплатные гифты, и насчет этого немножко углубимся попозже, но вот здесь вы видите такую кнопочку, где подарочек нарисован. И я подозреваю, что с этим что-то связано. Дальше появился какой-то мастер, я не уверен, что это такое. Дальше 15 мастерей скиллов, тоже не понимаю, что это такое. Дальше какой-то банк history. Чего? Ладно, потом посмотрим, как это работает. Steampunk Hoverboard. Опа, новый ховерборд вышел походу, да? Да, Steampunk Hoverboard, значит, что это означает? Достигнуть 99 левела Converting Mastery. Вот это и будет интересно, в принципе. Что-то теперь понятно, что мастер как-то связано с стимпанком, походу. Не уверен точно, но по-моему. Дальше два новых ранга. И, кстати, я заметил, что The Best, он стал поменьше. Или... нет, точно, это я... Скоро добуду новый ранг, понятно, все. Я скоро получу новый ранг, останется еще один добыть, ну, в общем, понятно. Дальше, Collection Tire 6, я так понимаю, в общем-то, вот эта вот машина, коллекционная машина, в принципе, это просто индекс, да? То есть можно сказать, что вышел 6-й тир индекса, в общем-то, новый тир. Дальше новое эксклюзивное яйцо, я так понял, что это опять-таки в магазине сделано, да. Уже, это, в принципе, уже традиция у PS Matrix, так что ничего тут особо такого крутого нету. Дальше новые плюшевые вещи, так понял, да? Новые плюшевые вещи. Ну, их я, к сожалению, покупать не буду, но они продаются, как минимум. Дальше кошачий ховерборд можно получить тебе. Так, интересно. То есть теперь это, возможно, добавили возможность получить кошачий ховерборд, не знаю. Но пока что это была одна из таких самых интересных пасалочек в последнее, точнее, время. Больше фан-артов, это прикольно, это хорошая новость для тех, кто рисует фан-арты. Дальше больше даймондов за робуксы. Вот это, кстати, интересно, можно теперь побольше покупать. Опа, я заметил какую-то интересную кнопочку, но мы потом это посмотрим. Так, получается, теперь за робуксы получаешь больше гемов, потому что сейчас как бы люди дюпают. Точнее, раньше как минимум дюпали, поэтому стало намного больше гемов в игре. Соответственно, покупать за Robux стало совершенно бессмысленно, и поэтому, наверное, Престон, собственно, это и сделал. Так, чтобы больше получить денег получать. Новые SFX, то есть это новые эффекты тупо. И меньше лагов. То есть, буквально, как бы, просто оптимизированная игра. И еще много-много чего. И первое, с чего мы начнем, это, конечно же, самое очевидное, а именно подарочки новые, которые добавили. Я мельком посмотрел, они даются за, короче говоря, нахождение в игре. И первое, что мы видим, это, в общем-то, в принципе, это просто бесплатные награды за то, что вы играете. И первое, что я вижу, это, получается, 3 подарочка у меня уже есть. Понятно, то есть это какие-то... Что я получил, кстати? 90 тысяч. Это, получается, подарочки, но это подарочки сделаны в виде, получается, как это сказать, лутбагов, что ли? То есть это лутбаги. В принципе, это банальные лутбаги. 60... Все. Кстати, я вот не понимаю, здесь какое-то определенное количество вообще дается с каждой штуки или нет? А вот мы что-то еще выбили. Free Gifts Master, какой-то левел 2, что-то не пойму, что это такое. Ничего себе, 111 тысяч получил. Раньше это было очень много, кстати. И, как я понял... Подожди-ка, это что такое? Есть шанс, что гифты, получается, могут содержать в себе эксклюзивного Хьюг-пэта. Ничего себе, тогда надо играть 2 дня, что ли, играть? 2 часа это... 2 часа. Ну, если ты вот просто-напросто, получается, поиграл там ночь, получается, ты их можешь получить утром, все это абсолютно собрать, это 100%. Вообще, в принципе, 2 часа это как бы не очень долго, хотя 3, мне кажется, я уверен, что тут 3 было изначально. В общем-то, 3 часа вы поиграли, и потом через 12 часов новые награды, и, соответственно, вы можете получить Хьюга Пэта. Это очень круто, мне это очень нравится, слушайте, это прям... Это реальный респект Престону. Впервые за очень долгое время я реально ему респектую. И дальше, получается, идем по списочку, и что у нас там добавили? Мастери. Что это такое, ну, собственно? Ой, бустик закончился. Мастери, это вот здесь кнопочка какая-то есть, сейчас посмотрим, что это означает.
Так, буст мастере. Получается, левел 4, 99 максимальный. Интересно. Так, получается, левел 30, трипл дамаг. То есть это бустик именно к трипл дамагу. То есть это, как сказать, это улучшение буста этого. И он работает на 25% дольше. Я не помню, сколько он сейчас делает, но... сейчас посмотрим, кстати, может, увидим. Как я понял, он будет 25 минут работать, что я понимаю. Он будет работать 25 минут, и это круто, в принципе. Плюс 5 минут, это как бы очень даже хорошо. Потом 50 уровень, это еще на 25% дольше, соответственно, наверное, 30 минут, я не уверен. 75 уровень, это уже все бусты на 25% дольше работают. И 99 уровень, это все абсолютно бусты на 50% дольше работают. И, в принципе, здесь очень много разных этих штук, но я не вижу прям смысла все прям проходить отдельно, и как бы, я думаю, вы сможете сами это сделать. Я не буду сейчас лишнее время тратить на то, чтобы смотреть каждый из этих штук. Единственное, что мы посмотрим, это вот эту вещь, потому что за это можно получить ховерборд. И что это такое у нас? Получается, левел 99 unlock Steampunk Hoverboard. Я так понял, что если мы будем конвертировать, например, обычных пэтов в золотых, то мы получим какие-то там очки XP, получается, к левелу, этому конвертингу, и, собственно, мы сможем по итогу когда-нибудь получить этот 99 левел, чтобы получить этот ховерборд. Мастере, честно, это очень прикольная штука, и я так понял, что вообще, в принципе, сейчас в игре 15 мастерей скиллов, то есть это круто. Дальше какая-то банк история, я не понял, что это вообще такое, давайте быстренько сейчас посмотрим. Мой банк. И что это у нас такое, собственно? Какая-то история у банка появилась. Возможно, чисто Престон добавил логи. Нет, посмотрите, история. Нет никакой истории за ближайшее время. Ну-ка, если мы, например, задепозитим... Или давай заберем отсюда вот эту вещь, например. Я так понял, кстати, что... это сюда, получается, будет записываться, да? Да, вот написано, интроллер, получается, вывел 1 пэт и 0 даймондов. То есть, понятно, все, банк истории, это очень даже прикольно. И это сможет, например, помочь избавляться от всяких скамеров, потому что я думаю, что скамеров с банком достаточно много, хотя я как бы с этим лично не сталкивался, но тем не менее. И, кстати, здесь можно интерест, получается, собирать, 0 даймондов, круто. Дальше, что у нас тут еще? Можно изменять, каких мемберов у тебя есть. Но, в принципе, эта менюшка, в принципе, была улучшена. Также, получается, в принципе, добавили систему истории. Дальше, Steampunk Hoverboard, который мы уже посмотрели. В принципе, ничего нового в этом нет. Дальше 2 новых ранга. И сейчас, в принципе, мы поищем, какие здесь вообще, в принципе, ранги новые появились. Но нет, здесь информации такой нету. Здесь просто написано, что здесь 2 ранга добавили. В общем, ладно, давайте забьем на это дело, потому что никакой инфы по этому делу нет. Дальше, Collection Tier 6. В принципе, ничего тут особенного не показывает-то и нет, потому что у меня всего лишь 3-й тайр, и я прохожу дальше, и, в принципе, просто новый тайр добавили, ничего нового в этом нет. Кстати, могу еще с вами еще один посмотреть. Ультра Лаки Буст, кстати, завязался. Могу еще вместе с вами посмотреть, получается, эти все наградики бесплатные. И следующая награда через еще 10 минут. И точнее 7 уже, в общем-то, ладно. Дальше новое эксклюзивное яйцо. Давайте посмотрим, что здесь вообще, в принципе, в нем есть. Я не особо это смотрел. Какой-то краб за 50%, еще за 35% какая-то мороженка. Дальше 13% на какого-то котика и 22% на большого котика. У такого, я так понимаю, потому что зачем? Оно как бы одно и то же почти. Что ж, идем дальше. Добавили новых плюшевых вещей. В принципе, я ничего особого не могу вам дополнить, точнее, никакой инфы я не могу вам дополнить насчет этого, потому что я особо не шарю за тему плюшевых и вещей у PS Metal X. Поэтому особо тут ничего не могу добавить, просто добавили новую плюшевую игрушку, которую можно купить. И дальше котовый ховерборд, который я, к сожалению, еще не знаю, как получить. Я думаю, что мало людей еще знает. Просто каким-то образом можно это сделать, но еще не все это знают. Либо вообще никто, потому что прошло там, не знаю, всего лишь полчаса с момента обновления, так что да. И, по-моему, у меня на этом все. Что ж, друзья, если вам понравился этот ролик, вы влепили ему лайк, подписались на этот канал. Также надеюсь, что вы, получается, написали топовый комментарий, который, возможно, попадет в следующий ролик, друзья. Также надеюсь, что вы вступили в мою группу в Roblox, на которой есть ссылка в описании. Также надеюсь, что вы вступили в мой Discord сервер, ссылка на который есть в описании, и в закрепленном комментарии, который, кстати, очень крутой, специально оптимизирован для моих, получается, подписчиков. Но все был тролль, друзья. Всем всего хорошего, всего наилучшего и, собственно, всем пока-пока.